Александр Кургускин. Биржевая торговля. Игра по собственным правилам. Об этой книге я узнал из роликов Тимофея Мартынова, основателя Smart Lab. Не помню, в каком из роликов это было, но я себе сразу же это записал в свой виш-лист и решил при возникновении случая обязательно эту книгу прочитать. Ну и, собственно говоря, она мне попала в руки. Немногочисленные факты о биографии Александра Кургускина я уже узнал после прочтения книги. Ну, это человек, который занимается механизированными торговыми системами, то есть пишет торговых роботов. По-моему, с 2010 года не живет в России, он переехал на Кипр, живет и работает там. Причем живет он на средства от трейдинга. Очень мало об Александре информации в публичных изданиях. Это интервью, опять же, где-то до 2010 года, но в Фейсбуке он есть. Его аккаунт в Фейсбуке активный. Он достаточно интересно делится информацией, своими мыслями. Я ссылочку оставлю на его аккаунт. Наверное, кому-то интересно будет почитать. Мне, например, было интересно. Не только книгу, но и уже свежие мысли из его жизни. Но здесь я бы хотел все-таки рассказать о книге, которая заслуживает внимания и ни в коем случае не может являться проходной, и такой не является. Я записал себе массу выдержек в заметке, и это для меня лично очень высокий показатель, планка о том, что книга интересная и она дарит новые мысли, новые идеи. По своему объему книга больше похожа на брошюру, это 240 страниц. Книжка такая мелкоформатная, то есть небольшая. Эту книгу можно было бы смело прочитать за 2-3 дня. И я поначалу так и думал, что прочитаю очень быстро. Но как только начинаешь читать, сразу начинаешь спотыкаться. Потому что присутствуют формулы, присутствуют выкладки и графики, и на их осмысление требуется времени больше, чем просто на чтение букв в словах и в предложениях. В книге очень много литературных элементов и элементов философии. Видно, что Александр, автор книги, не оторван от жизни. Например, тезис о том, что единственное постоянное в рынке – это его неопределенность. Можно высечь в камне и сделать фундаментальной основой трейдинга. Соответственно, любая система принятия решений для трейдинга не будет идеальной бесконечно. Какой бы продуманной она ни была, она все равно будет давать убыточные сделки. Об этом я скажу позже. И это не из-за того, что система плохо продумана или в ней заложен какой-то неверный алгоритм. Просто фондовый рынок, он живой, он подвижный и он меняется, он эволюционирует. Если некая система раньше описывала определенный участок рынка, и работала в нем, то когда сам рынок сдвинулся, а система осталась на месте, она перестала описывать тот рынок, который уже ушел от системы. То есть обстоятельства изменились, все пошло вперед, соответственно и систему тоже нужно менять. Здравый смысл – это очень плохой помощник в борьбе с неопределенностью. Неопределенность – это некий промежуток между старой и новой системой принятия решений, и его нужно просто принять. У неподготовленного наблюдателя, участника фондового рынка, сначала формируется система верований от недостатка знаний и опыта. Эта система верований описывает связи во всем, ищет знаки, символы, появляющиеся повсюду в великом множестве. Научный же метод, он трудоемок, он требует понимания действительности и владения математикой. Поэтому к нему прибегают редко и прибегают немногие. Лишь те, кому нужно знать истинное положение дел, для кого сомнения являются постоянным состоянием разума, а не помехой к дальнейшей деятельности. В книге очень хорошо описаны механизмы движения рынка, его развороты. В отличие от книги Тимофея Мартынова «Механизм трейдинга», здесь очень просто и наглядно описаны признаки тренда и контртренда, и точки входа в тренд и выхода, ну и, соответственно, заход в контртренд, и как этим можно пользоваться. Автор многократно подчеркивает, что нельзя контрпродуктивно, нерационально быть адептом одной торговой системы. Оптимальным представляется набор портфеля как минимум из двух торговых систем. Первая из них традиционная и обычная. Это buy and hold
и традиционная шортовая система, которая хорошо ловит моменты на распродажах. И включается она редко, чтобы не портить общий тренд. Возможно, любая домохозяйка, которая закинула свой капиталец от продажи бабушкиной квартиры на фондовый рынок, знает, что такое транзакционные издержки и знает, что в них включаются. Да, конечно, это комиссия брокера и биржи, но это только надводная часть транзакционного айсберга. А что такое проскальзывание на объеме и проскальзывание на движении, скорее всего, многим, кто в последний год-два зашел на рынок, неизвестно. Хотя, возможно, при размерах ордеров, как их Тимофей называет, чистильщиков обуви и домохозяек, проскальзывание на объемах и проскальзывание на движении не окажет сколь-либо значительного влияния на их деятельность. Но для общего развития почитать об этом в книжке, конечно, стоит. Зоркий взгляд исследователя может подметить в движениях рыночной цены множество закономерностей. Однако путь от общего понимания сути движений к алгоритмам торговли долг и тернист. Жажда быстрых денег и уверенность в собственной гениальности мешают реально оценивать ситуацию многим. Это золотые слова автора книги. И от себя добавлю, что, конечно, все мы умны задним числом. Если человек пришел на фондовую биржу для того, чтобы ежедневно, еженедельно, ежемесячно выводить заработанное, скорее всего, этот человек очень быстро сольет свой капитал и не выведет ничего вообще. Очень важно в трейдинге реинвестировать то, что ты заработал. Если ты хороший трейдер и торговля в среднем тебе приносит 4% в месяц, вы можете решить, что это не очень большая прибыль и она не делает никакой погоды. Поэтому вы выводите ее в текущее потребление. Однако, если реинвестировать 4% в месяц в течение года, прирост счета к концу года будет уже 60%, а за 2 года 156%, а за 5 лет счет увеличится больше, чем в 10 раз. А за 10 лет в 111 раз. От себя добавлю, конечно, 4% это очень круто и оптимистично, но 1,5-2% вполне можно заработать. Не следует обольщаться радужными перспективами при входе в фондовый рынок. Как говорит автор книги, мы рискуем поставить не на лошадь вообще, а на живописную корягу, которая при определенном угле обзора и постановке света была похожа на лошадь. А коряга бежать совсем никуда не собиралась, несмотря на то, что мы на нее сделали ставку. Про усреднение позиций Кургускин тоже не забыл написать в своей книге. Не забыл смачно, метко и очень просто. Основная мысль: усреднение позиции, конечно, это порочный путь. Ну и плечи. Плечи, ах эти плечи. Сколько о них говорится, и будет еще сказано, как они ведут к сливу депозита. Если отвлечься от существования тренда и считать, что рынок одинаково движется и вверх, и вниз, вероятность получить в сделках плюс 20% выше, чем получить в сделках минус 20%. Плюс 20% это всего лишь 18 раз по 1%, а минус 20% 22 раза по минус 1%. Если не веришь, посчитай. Также важное место автор уделил диверсификации работы на фондовом рынке. Выделяет 3 возможных вида диверсификаций. Первый – это по параметрам торговых стратегий. Второй – по торговым инструментам. И третий – по рынкам. Я бы добавил от себя еще диверсификацию по направлениям тренда. Об этом я говорил раньше. Каждому виду стратегии дано подробное описание, очень живое, насколько оно может быть живым на момент написания книги. А книга была написана, по-моему, в 2009 году. Вдумайтесь. Как я уже говорил, книга небольшая по объему, но емкая по своей сути. Сразу видно, что человек, который написал, он аккумулировал свои мысли долгое время, фиксировал их и потом уже превратил это в книгу. Еще один парадокс работы на рынке заключается в том, что научный подход к исследованию рынка и подход к исследованию рынка так на глазок
дают в принципе сопоставимый результат. То есть эти два подхода не дают различный результат, который различается принципиально или кратно. В заключение хотелось бы выразить еще одну мысль автора, которая тоже является фундаментальной. Чтобы иметь в долгосрочном периоде стабильный прирост капитала, не обязательно обладать биржевым граалем, хотя все мечтают именно об этом. Правильное управление капиталом, взвешенная оценка рисков и максимально широкая диверсификация способны творить чудеса даже со слабыми торговыми стратегиями. Эффект чародеев, генерирующих колоссальные прибыли, заканчивается со сменой рыночного контекста. В рынке остается тот, для кого самый неприятный поворот оказывается всего лишь очередным пунктом его плана. Говоря о том, что чудес не бывает и не бывает баснословных прибылей на фондовом рынке, Александр не мог предположить в 2009 году, что в наше время динамично начнет развиваться рынок криптовалют с его 2, 5, 10 и 100 иксами. Но это уже совсем другая история. Читайте, ребята, книги обогащают.